Вы только посмотрите, какие классные огурцы сегодня у меня получились. Готовил по самому популярному рецепту, который сейчас гуляет по интернету, но я немножко все изменил. Рекомендую и вам приготовить по такому рецепту, потому что получается все просто очень-очень вкусно. Всем привет! На одну порцию нам сегодня понадобится 2 килограмма огурцов. Полностью все огурцы нужно будет хорошо вымыть. С каждого огурца удаляем вот эти вот попки, а затем нарезаем на кружочки, любым удобным для вас способом. Ну и смотрите, какую толщину кружочков делать, зависит только от вашего желания. Можно чуть больше толщина, можно чуть меньше. От этого огурцы хуже не будут. Все нарезанные огурцы нужно будет отправлять в глубокую тарелку. Дальше для этого рецепта нам понадобится 300 грамм лука. И полностью весь лук нужно будет нарезать на четверть кольца. Когда будете нарезать лук, не старайтесь его сделать слишком тонким. Пусть он будет немножко больше, это будет только лучше и вкуснее. Полностью весь нарезанный лук мы отправляем в ту же тарелку, что мы отправляли нарезанные огурцы. Затем сюда же в тарелку нужно добавить 2 столовые ложки соли. Берем большую ложку и все, что есть в тарелке, хорошо перемешиваем, так чтобы лук, соль и огурцы равномерно распределились по всей тарелке. И после того, как вы все хорошо перемешали, накрываем полотенцем и оставляем все ровно на 2 часа. Но каждые 30 минут мы будем снимать полотенце и еще раз очень хорошо все перемешивать. Таким образом, примерно нужно будет все, что есть в тарелке, перемешивать на протяжении 2 часов 4-5 раз. Через 2 часа берем кастрюлю подходящих размеров. У меня сегодня кастрюля 5-литровая. В нее отправляем 1 стакан 200 грамм сахара. Затем нам понадобится яблочный уксус 6%. Обратите внимание, уксус должен быть 6%, не 9, а 6. И ровно 1 стакан уксуса отправляем в кастрюлю к сахару. В эту же кастрюлю мы добавляем 1 чайную ложку куркумы. Куркума добавляется всего лишь для цвета. Вкус огурцов она не меняет. Еще мы добавляем пол чайной ложки острого красного перца, 2 столовые ложки горчицы в зернах, сегодня я добавляю та, что в баночках, и примерно 20 горошин черного перца. Ну и в самом конце в эту кастрюлю нужно будет постараться слить полностью весь сок, который пустили огурцы и лук. Постарайтесь сок сливать аккуратно, так чтобы огурцы не попали вам в кастрюлю. Все, что у вас есть в кастрюле, нужно хорошо перемешать и отправляем кастрюлю на плиту. Огонь у вас на плите должен быть чуть ниже среднего. Немножко все перемешиваем и доводим всю жидкость, которая есть в кастрюле, до кипения. И как только вы заметите, что ваша жидкость в кастрюле начинает закипать, еще раз хорошо это все перемешиваем. И аккуратно, не спеша, в кастрюлю отправляем полностью все огурцы с луком. Ну и после того, как вы отправили полностью все огурцы в кастрюлю, все, что есть в кастрюле, нужно очень хорошо перемешать. Повторюсь, огонь под кастрюлей должен быть чуть ниже среднего, мы его не меняем. Время от времени все, что есть в кастрюле, нужно перемешивать и довести все до кипения. Ну и как только вы заметите, что огурцы в вашей кастрюле уже закипели, берем ложку, еще раз очень хорошо все перемешиваем. После этого накрываем кастрюлю крышкой и кипятим огурцы ровно 5 минут, больше не нужно. Через 5 минут кастрюлю снимаем с огня, дадим чуть-чуть убраться пару, и наши огурцы готовы для закатывания. Далее нам понадобятся стерилизованные банки. Как стерилизовать банки, надеюсь, вы знаете. Либо черпаком, либо большой ложкой. Вначале распределяем только огурцы по банках. Ну а в самом конце сок, который у вас есть в кастрюле, заливаем им полностью банки под самый верх. И закатываем наши банки крышками. У меня сегодня винтовые крышки, я их просто хорошо закручиваю, вот так вот просто рукой, как можно сильнее, и все, наши огурчики на зиму будут готовы. Банки нужно будет накрыть полотенцем и дать им полностью хорошо остыть. Ну а по итогу, друзья, у нас получается вот такая вот необыкновенная красота. Из той порции, что мы приготовили, у меня получилось ровно 5 пол-литровых банок. 4 банки я закатал так, чтобы они уже были готовы для использования зимой. А одну банку я закатывал в нестерилизованную. Поэтому сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же у нас получилось. Ну и вот посмотрите, вот такие огурчики у нас сегодня получились. Они получились очень хрустящие, очень-очень вкусные. И я вам скажу, что соль и все остальные специи получились просто сбалансированные. Но единственная соль у вас может быть другого производителя. И вам нужно будет убедиться, что у вас соль та, которую вы всегда добавляете в соление. Вы с ней не переборщите. Потому что прошлую партию соления я использовал не ту соль, которую я обычно использую. И 2 столовые ложки получились слишком солеными. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все.
Вот такой вот простой, но очень-очень вкусный рецепт огурцов сегодня у меня получился. Рекомендую вам приготовить по такому рецепту, и я уверен, что вы будете готовить их не один год. Пишите комментарии, понравилось вам или нет, оставляйте свое мнение об таком рецепте. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!